Всем привет! В этом видео приготовим 3 простых и вкусных основных блюда в аэрогриле на ваш праздничный стол. Сочная утиная грудка с картофелем по-деревенски, картофельная запеканка с беконом и свинина с горчичным соусом. В описании под видео вы найдете все ингредиенты для рецептов из данного видео, а также я оставлю ссылки на другие видео с праздничными рецептами. Первое блюдо — это запеченная утиная грудка с картофелем по-деревенски. У меня была небольшая утка, и я грудки вырезала сама. Грудки можно купить также отдельно в магазине. Я слишком увлеклась и отрезала много кожи. Не делайте этого, кожа стянется при запекании, и лучше, чтобы ее было больше, чем меньше. Грудки моем, насухо обсушиваем бумажным полотенцем, делаем надрез ножом в виде решетки. Надрез делаем так, чтобы не надрезать само мясо, только по шкурке. Таким образом у нас весь жир с кожицы будет проникать в саму грудку и делать ее сочной. Сделаем простой маринад для утки. Для маринада нам понадобится чайная ложка масла, у меня оливковое масло, пол чайной ложки чесночного порошка, 1 чайная ложка вустерского соуса, соль, перец. Оставляем на полчаса в холодильнике промариноваться. После выкладываем грудку в аэрогриль, таким образом, чтобы шкурка была сверху, на 200 градусов примерно 13 минут. Время зависит от размера грудки. У меня она довольно маленькая, хватило 13 минут. Вот такая аппетитная утка у нас получилась, очень вкусная. Обязательно попробуйте приготовить. Внутренняя температура мяса должна быть 74 градуса. Такая утиная грудка подойдет с любым гарниром. Я же буду готовить картофель по-деревенски. Следите за временем приготовления. Утка не должна быть переготовлена, иначе она будет сухой. А вот смотрите, как здесь удобно. Весь жир, который стек с утки, я выливаю в отдельную емкость и буду заправлять этим жиром картофель. Именно вот этот жир даст такую вкусную румяную корочку и аромат нашему деревенскому картофелю. Для картофеля по-деревенски мне понадобится примерно килограмм картофеля, соль, орегано и утиный жир. Картофель моем, очищаем кожуру, насухо вытираем бумажным полотенцем, чтобы картофель не оставался мокрым. И я буду нарезать на такие дольки. Можно нарезать соломкой, выбрать любой способ нарезки, который вам нравится. К картофелю добавляем сушеный чеснок, орегано. Приправа идеально подходит к картофелю, обязательно попробуйте. Добавляем соль и поливаем картофель утиным жиром. Все хорошо перемешиваем и можно запекать. Картофель я люблю запекать на обычном ручном режиме. Мне не очень нравится режим картофель фри, поэтому я ставлю сама 200 градусов 25 минут. И в течение всего времени, примерно 1-2 раза, я перемешаю картофель. Картофель получается с хрустящей корочкой снаружи и мягкий внутри. Обязательно попробуйте его приготовить на праздничный стол. Следующее блюдо очень бюджетное и вкусное. Конечно, это не то блюдо, которое с легкостью готовится в аэрогриле, но, как говорится, нет ничего невозможного, и я вам расскажу про все секреты и нюансы, как приготовить такое объемное блюдо в аэрогриле. Это запеканка или же гратен картофельный с беконом. Это блюдо подойдет, как по мне, на праздничный стол.
Для начала я запеку бекон. Конечно, бекон лучше выкладывать на решетку, чтобы весь жир стек вниз. Но поскольку я готовлю много рецептов, я буду класть бекон в такую специальную пергаментную форму для аэрогриля. Бекон я люблю выпекать на специальном режиме. У меня это режим бекон 200 градусов 10 минут. Если у вас нет такого режима, вы можете поставить, конечно же, его вручную. Пока бекон запекается, очищаем картофель, высушиваем его насухо, и его нужно очень тонко нарезать. Отлично, если у вас будет такая специальная терка, которая очень тонко, практически в ноль нарезает картошку. Если нет, то стараемся ножом нарезать примерно на слайсы 1 мм. С бекона я стряхиваю лишний жир и выкладываю на отдельную тарелочку. Приготовим саму заправку для нашей запеканки или гратена. Натираем сыр, примерно 120 грамм. Добавляем сливки 30%, у меня 330 мл. Добавляю немного соли, примерно пол чайной ложки, немного тимьяна, а также мускатного ореха, совсем чуть-чуть, буквально 1/4 чайной ложки. Перчим и добавляем 1 чайную ложку сушеного чеснока и сушеного лука. Натертый сыр добавляем не весь, оставим совсем чуть-чуть, чтобы в конце нашу запеканку посыпать сыром за 5 минут до готовности. Бекон остыл, я это делаю вот таким образом, разрезаю его мелко-мелко ножом и придерживаю щипчиками. Делаю это на тарелке аккуратно, чтобы не поцарапать ее. Мне не нравится разрезать бекон на доске, потому что она потом остается очень жирной. Добавляем бекон к сливкам, сыру и специям. Хорошо перемешиваем, и наша заливка готова. Переливаем ее к картофелю и хорошо перемешиваем, так, чтобы каждый кусочек был покрыт сливками. Беру вот такую специальную металлическую форму для аэрогриля, сбрызгиваю ее маслом и хорошо растираю кисточкой, чтобы абсолютно все было покрыто маслом и ничего не пригорело. Выкладываем картофель с заправкой. Я это все делаю в хаотичном порядке, ничего аккуратно не раскладываю. Позже расскажу, для чего я так делаю. Вообще, такое объемное блюдо, и тем более картофель, очень трудно готовить в аэрогриле. Вы можете столкнуться с такой проблемой, что он сырой внутри. Это неудивительно, потому что горячий воздух не проникает так глубоко. Блюдо слишком большое и полностью напихано картофелем, скажем так. Я ставлю в аэрогриль на 200 градусов примерно 45 минут. И в течение всего времени я буду открывать аэрогриль и перемешивать все. За 5 минут до готовности посыпаем сыром, и наш гратен готов. Это нужно для того, чтобы вся картошка хорошо пропеклась. Если вы будете мешать несколько раз, у вас не пригорит вверх, и тем самым картошка хорошо приготовится. Я пробовала готовить и с фольгой, но для себя открыла способ перемешивания несколько раз гораздо более эффективным. Тогда картофель лучше готовится и не пригорает вверх. Всем приятного аппетита! Его можно подавать с любым салатиком, он очень вкусный и сытный. Главное, что это простое бюджетное блюдо. Последний рецепт на сегодня – это свинина с горчичным соусом. Как по мне, по вкусовым ощущениям, блюдо чисто мужское, но если вы любите горчицу или что-то пикантное, вам тоже очень понравится. Свинину моем, хорошо обсушиваем бумажным полотенцем и отрезаем лишние прожилки.
Добавляем соль, примерно пол чайной ложки. У меня 500 грамм свинины, коричневый сахар 1 столовая ложка. Из специй у меня прованские травы 1 чайная ложка. По 1 чайной ложке сушеного чеснока и сушеного лука. 1,5 чайной ложки копченой паприки. 1 столовая ложка оливкового масла или любого другого масла, которое у вас есть. Свинину буду выпекать вот в такой бумажной пергаментной форме для аэрогриля. Можно, конечно же, без нее, но это нужно для того, чтобы соус, которым я буду поливать потом свинину, остался в форме, и потом мы можем полить этим соусом свинину. Ставим на 200 градусов, в сумме примерно на 20 минут. Я ставлю на 10 минут, потом буду переворачивать свинину на другую сторону и выпекать еще 10 минут. Приготовим соус, которым будем поливать свинину. Добавляю примерно 8 чайных ложек горчицы. Я сначала добавила 4, мне показалось, что мало, и потом я добавлю еще 4. Можно добавить, например, 4 чайные ложки горчицы дижонской и, например, 4 чайные ложки сладкой горчицы. Вы можете миксовать несколько видов горчицы. У меня была в холодильнике только 1 французская, я добавила 8 чайных ложек ее. Добавляем 2 столовые ложки меда, либо кленового сиропа, либо в моем случае, так как у меня не оказалось ни одного, ни второго, я добавила сладкий сироп. 2 столовые ложки вуштерского соуса. И натираем 1 зубчик чеснока. Ставим на маленький огонь и перемешиваем, чтобы все подогрелось, приобрело однородный цвет и текстуру. Вот такой соус у нас получается. Мы им будем поливать свинину в конце приготовления. Сверху на свинину распределяем, выливаем наш горчичный соус. Стараемся обмазать его обильно со всех сторон, чтобы свинина потом запеклась и была очень ароматной и вкусной. Ставим еще на 5-7 минут. Свинина будет готовой, когда ее внутренняя температура будет хотя бы 70 градусов. Вот такая аппетитная запеченная свинина с горчичным соусом у нас получилась. Мясо сразу прямо не разрезайте, дайте немного отдохнуть 5 минут, чтобы все внутренние соки остались в мясе и не вытекли. Я проверяю своим термометром, что все верно. Температура примерно у меня 70-71 градус, значит мясо готово. Видите, я его разрезала и очень много вытекло сока, поэтому дайте мясу немного отдохнуть 5 минуток. Мясо получается очень вкусное, с пикантной, горчично-чесночной, чуть сладковатой корочкой. Разрезаю свинину на кусочки, выкладываю на блюдо, поливаю оставшимся соком, который остался на пергаментной бумаге. Добавляю для украшения замороженную бруснику, немного рукколы. И посмотрите, абсолютно ресторанное блюдо у нас готово в домашних условиях. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам это видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. А я вам желаю спокойных и уютных праздников.